Иногда правильный поступок оборачивается самыми неожиданными последствиями. Этот человек рисковал своей жизнью, чтобы спасти беременную рысь, попавшую в ловушку на скале, и то, что она сделала позже, лишит вас дара речи. Стоя на краю, он понял, что попал в большую беду. Его руки замерзли, и он не знал, как долго еще сможет держать их в руках. Он не должен был подниматься в одиночку, но это был необычный день. День. Его доброе сердце втянуло его в эту рискованную ситуацию. Только вчера он был рад начать свое первое настоящее приключение в качестве рейнджера в национальном парке. Роланд считал дни до начала своей новой работы, но первая неделя прошла не совсем так, как он надеялся. Команда была достаточно дружной, но, будучи новичком, он получал все задания, которые никто другой не хотел выполнять. Уборка оборудования, заполнение документов — все это не имело никакого отношения к тому, на что он подписался. Все, чего он хотел, это оказаться в дикой природе. Сотрудники парка следили за дикой природой, используя камеры слежения в разных районах, и однажды холодным днем группа из них заметила, что целая секция камер отключилась. Эта секция, расположенная прямо на скалах. Чтобы добраться туда, потребовалось бы время, и тем, кто отправился бы туда, пришлось бы ночевать в лагере при низких температурах. Ни у кого не было настроения отправляться в такое путешествие. Все оглянулись и ухмыльнулись. Они уже знали, кого отправляют. Роланд тоже знал. Ему даже не нужно было это слышать. Но они не знали, что он сам хотел поехать. Ему не терпелось сбежать из офиса и отправиться в горы. Бумажная волокита сводила его с ума. Прежде чем они успели передумать, он схватил свое снаряжение и отправился в путь. Ему хотелось взять лошадь, но поскольку он не знал местности, а было уже поздно, он взял один из внедорожников парка. Он добрался до скал и проверил камеры. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что произошло. Был перегрызен крупный кабель. Он принялся за его починку, а затем некоторое время наслаждался видом, прежде чем установить палатку. Ночь была мирной, но ужасно холодной. Несмотря на то, что он был завернут в несколько слоев одежды, ветер пронизывал насквозь. К утру погода ничуть не потеплела. Он собрался пораньше, собираясь возвращаться, но тут у него затрещало радио. Двое туристов пропали без вести недалеко от утесов. Роланд был ближе всех, поэтому команда попросила его осмотреться и доложить о результатах. Он ехал осторожно, останавливаясь то тут, то там, в поисках каких-либо следов пропавших туристов. Он осмотрел холмы и даже проверил края утеса, но там было пусто. Затем пришло еще одно сообщение. Туристы были найдены. Он мог бы вернуться на базу. Но как только он повернулся, чтобы уйти, что-то привлекло его внимание. Там, недалеко от края обрыва, стояла рысь. Сердце Роланда подпрыгнуло. Он потянулся за биноклем, и от того, что он увидел дальше, у него внутри все сжалось. Рысь была не просто там, она застряла, ее нога была сильно зажата, и она почти не двигалась. Он сразу же сообщил об этом по рации, но команда сказала, что потребуется несколько часов, прежде чем прибудет кто-нибудь еще. Рысь выглядела так, словно ей было по-настоящему больно. Зеленый. Команда предупредила Роланда, чтобы он не подходил к скалам в одиночку, но он не мог просто оставить ее. Он был молод и всегда питал слабость к животным. Поэтому, проигнорировав предупреждение, он привязал свою веревку к ближайшему дереву и начал спускаться. Звенья не сдвинулись с места, когда он приблизился. Но прежде чем он смог дотянуться до нее, произошла катастрофа. Веревка потерлась об острый камень и оборвалась. Внезапно Роланд повис, держась только за пальцы. Плечи. Его руки онемели, и его охватила паника. Его решение помочь могло стоить ему жизни. Но почему-то эта мысль придала ему решимости. Он заставил себя продолжать карабкаться. Наконец он почувствовал под собой твердую почву. К его удивлению, выступ, на котором застряла рысь, оказался намного больше, чем он ожидал. Что еще более удивительно, прямо к нему вела тропа. Он мог бы дойти туда пешком. Но он уже был повержен, и пути назад не было. Рысь уставилась на него, когда он подошел ближе.
Она не рычала и не убегала. Возможно, холод или травма помогли ей успокоиться, но она не казалась испуганной. Ее нога была зажата в небольшом отверстии и вывернута под болезненным углом. Очевидно, она была сломана. Роланд знал, что ей срочно нужна помощь. В парке был ветеринар, который мог бы приехать, но Роланд решил, что будет быстрее отвезти ее в клинику. Для рыси она была маленькой и почти не двигалась. Он присел на корточки рядом с ней, стараясь не показать, как сильно нервничает. Она вздрогнула, когда его рука приблизилась к ее ноге, но все же не набросилась на нее. Он осторожно начал копать вокруг ямы. Мало-помалу он расчистил достаточно места, чтобы освободить ее лапу. Медленно и осторожно он вытащил ее поврежденную ногу, не причинив ей боли. Она дрожала. Дрожь. Роланд осторожно обернул звенья своей курткой. Это было сделано не только для того, чтобы согреть ее. Это давало ему некоторую защиту на случай, если она запаникует. Затем, прижимая ее к себе, он направился к своей машине более легким путем. Она оставалась спокойной всю дорогу, но к тому времени, как они добрались туда, Роланд дрожал, его руки были как желе. Между подъемом на скалу и тем, как он нес ее обратно, он был совершенно измотан. Но времени на отдых не было. Быстро. Рысь свернулась калачиком и едва шевелилась. Роланд понял, что должен позвать ее на помощь. Быстро. Он связался по рации с ветеринаром, чтобы сообщить о своем приезде, и нажал на газ. Когда он прибыл в клинику парка, там его уже ждали несколько рейнджеров. У них отвисла челюсть, когда они увидели, что у него на руках. Роланд с тревогой наблюдал, как ветеринар осматривал ее. Тем временем другие рейнджеры качали головами. Они подумали, что он сошел с ума, раз привел ее сюда. Теперь он нес за это ответственность. Как бы он стал ухаживать за раненым диким животным? Не проще ли было позволить природе идти своим чередом? Но Роланд и слышать об этом не хотел. Он верил, что она заслуживает шанса, и был готов отдать ей все, что у него было. Когда ветеринар вернулась, она не принесла новостей, которых ожидал Роланд. Да, рысе требовалась операция, но не сразу. Она была беременна. Лекарства, необходимые для операции, могли навредить ее будущим котятам, поэтому им пришлось подождать. Ветеринар аккуратно вправил сломанную лапу и дал ей безопасное лекарство, которое не повредило бы малышам. После этого Роланд отвел ее в свою каюту, решив сам позаботиться о ней. К его удивлению, она быстро приспособилась. Она поела то, что он ей дал, а затем свернулась калачиком и заснула. Шли дни, и вскоре у нее начались схватки. Роланд был рядом с ней, когда на свет появились 3 крошечных котенка. Когда они появились на свет, ветеринар назначил операцию. Но во время ее выздоровления котятам требовался постоянный уход. Роланд без колебаний согласился. Каждые 2 часа он кормил их специальной смесью, почти не засыпая. Но он не возражал. К счастью, операция прошла успешно. Как только ветеринар подтвердил, что лекарство не подействовало на организм девочки, Роланд вернул малышей их маме. Встреча была трогательной. Она безостановочно вылизывала своих котят, и они прижались к ней, как будто никогда не расставались. Больше всего Роланда тронуло то, как они с ним обращались. Они тоже прижались к нему, как к члену семьи. Рысь быстро поправилась. Вскоре пришло время отпустить их. Роланд отнес их обратно к скалам, на то самое место, где он впервые нашел ее. Он открыл переноску и наблюдал, как маленькое семейство выскочило на волю, полное жизни. Мама на мгновение остановилась, затем повернулась и убежала, а ее котята последовали за ней. Роланд стоял там, улыбаясь, понимая, что ему повезло быть тем, кто спас их. В то время он и понятия не имел, что этот момент вернется к нему самым неожиданным образом. Шли годы. Роланд уже не был новичком. Он стал опытным рейнджером. Но его любовь к животным не изменилась. Он по-прежнему чувствовал себя как дома, когда помогал дикой природе. Вот почему он не колебался, когда его попросили проверить речные тропы после нескольких дней непрекращающегося дождя. Местность у реки могло затопить, и если бы это произошло, это могло бы уничтожить кемпинги и подвергнуть риску посетителей. Сначала все казалось нормальным.
Уровень воды в реке был высоким, но устойчивым. Затем, откуда ни возьмись, воздух наполнился глубоким грохотом. Роланд повернулся к утесам как раз вовремя, чтобы увидеть, как к нему быстро приближается густая темная масса. Это было не облако, это был оползень, и он надвигался прямо на него. И он направлялся прямо на него. У Роланда не было времени бежать, только действовать. Он ухватился за ближайшее дерево и держался изо всех сил. Грязь с ревом проносилась мимо него, густая и быстрая. Он стиснул зубы и крепко вцепился в нее, не желая, чтобы его унесло прочь. Но сила удара была слишком велика. Его хватка ослабла, и через несколько секунд его поглотила грязь. Он пытался удержать голову над поверхностью, но ему казалось, что на грудь давит огромная гора. Обломки обрушились на него, и острая боль пронзила его тело. Когда оползень наконец остановился, Роланд оказался в ловушке. Он не мог пошевелиться. Его руки были прижаты к земле, а из-за тяжести грязи было трудно дышать. Его единственной надеждой было то, что кто-то видел, что произошло. Может быть, рейнджер, проверяющий камеры, или кто-то, кто находился достаточно близко, чтобы услышать грохот оползня. По крайней мере, он так думал. Чего он не знал, так это того, что кто-то видел, как он падал вниз. Издали за ними наблюдала пара знакомых глаз. Рысь медленно приближалась к грязному склону, издавая тихие, неуверенные звуки. У Роланда перехватило дыхание. Это была она, та самая Линкс, которую он спас много лет назад. Она держалась на расстоянии, но ее присутствие успокаивало его. Он чувствовал себя менее одиноким. Но затем она повернулась и исчезла. Сердце Роланда упало. На глаза навернулись слезы. Он думал, что она бросила его навсегда. Его последний друг — ушедший. Но она не бросила его. Рысь мчалась между деревьями, пока не обнаружила поблизости группу рейнджеров. Один из них был там в тот день, когда Роланд спас ее, и он сразу узнал ее. Старые шрамы на ее ноге подтвердили это. Рысь зарычала и зашагала впереди них, затем повернулась и посмотрела назад, ожидая. Рейнджерам не потребовалось много времени, чтобы понять, что она хочет, чтобы они последовали за ней. Они поспешили за ней, а когда отстали, она замедлила шаг и подождала, решив не терять их из виду. Она привела их прямо к краю оползня, прямо туда, где Роланд лежал погребенный. Его глаза были закрыты, дыхание прерывистым, но затем он услышал голоса. Пришла помощь. Рейнджеры окружили его и быстро принялись вытаскивать. Линк тихо стоял неподалеку, наблюдая за происходящим. Старый. Роланду было больно, он чувствовал это, но он был жив. И все благодаря ей. Рысь, которую он однажды спас, только что отплатила ему тем же. Он был доставлен по воздуху в ближайшую больницу с вывихнутым плечом, сломанной рукой и сломанными ребрами. Путь к выздоровлению был нелегким, но всего через несколько месяцев Роланд снова встал на ноги и приступил к работе. Если бы рысь не нашла его, все могло бы закончиться совсем по-другому. Но поскольку он однажды проявил к ней доброту, она сразу же ответила ему взаимностью, и на этот раз это спасло ему жизнь.